худший вид в этой жизни. Утром стоило, поверь. Di solito c'è di più qua o lì? Beh, dipende. Ok. Io ho un hobby, cioè il metal detecting. Per cercare... Sì, le monete, qualcosa. Cioè mi capita spesso, molto spesso, cioè che non lo so. E in più non ho la macchina, quindi vado in bici, magari vado, non so, per 2 ore e niente. Cioè... È un hobby, diciamo. Certo. Non un lavoro. No, per niente. Ok, vi saluto, quindi buona serata. Buon proseguimento. Grazie. Ma andate ora lì? Sì? No, più rientrato, no? Sì. Ma dico a pescare in ogni caso. Sì. Ok. Lì, Va bene, quindi se non rientriamo a casa. buona fortuna. Ciao. Ciao, grazie mille. Но, к сожалению, они ничего не выловили, будут переезжать в следующий пляж. Это как хобби, то есть просто ночная ловля. Ну, ребятушки, ну что вы тут, блядь, бросите? Привет. На часах 7 утра. 7 с чем-то. Спалось, классно, но как-то постоянно просыпался, не знаю почему. Пока что никого нету на пляже. Но на всякий я лучше соберусь. Попью кофе по-быстрому, что-нибудь перекушу. Ой, блядь. Вроде 33 там было. Ой, какой ты хороший. Короче, дорога классная, вверх-вниз с самого утра. И, в принципе, нормально. Ноги не болят, все отлично. С утра проснулся, растянулся, через писун перевернулся и поехал. Я уже полчаса еду минимум. Ни одного бара. Это очень плохо. Мне нужно срочно зарядить телефон. Грубо говоря, мне похер. Вот, в какую дверь заходите, что просить. И платить, естественно, за это, потому что в этом нет ничего плохого. Scusa, posso chiederti di buttare l'acqua su? Un attimo. Va bene, perfetto, grazie. Оно того стоило, поверь. Домой.
разрядится телефон, поеду с ней прыгать. Как бы ты же не делаешь что-то плохое, ты делаешь наоборот что-то хорошее, то есть показывать что-то классное, хорошее, доброе, веселое и так далее. Это не грех, то есть какой-то так наоборот пытаешься делать этот мир чуть лучше среди прочего говна, который существует в интернете в эту эпоху потреблятства полнейшую. Охрененная дорога. Заезжаем в Рестик. Сегодня народу будет куча. Сегодня воскресенье. И нам пофиг. По классике все оборачиваются. Я вот, если честно, из-за этого я не люблю как бы такие туристические места, потому что я понимаю, что я выгляжу, блядь, странно. Но когда привлекаешь внимание, там, я не знаю, 100 человек просто в одну секунду, это сложновато. Но потом становится похер. Зашел в ресторан, он был полностью переполнен людьми, максимально. И я ждал где-то минут 20, пока выдадут столик. Через 20 минут его выдали. И, то есть, рядом со мной сидел тоже чел один, который кушал. И я как-то без лишней вообще мысли просто спросил у него, могу я с тобой покушать, так кто-то быстрее сядет за его столик. Вот он согласился. Сидели, обсуждали вообще все на этом свете. Час или полтора кушали. Оказывается, он писатель, много пишет и рассказов и всего, но он не публикуется. То есть он выжидает момент, когда он будет, скажем так, готов. Он также много путешествовал по миру, но в молодости больше. Ему очень нравилось кататься с парусом, но в какой-то момент он повредил руку и не смог дальше продолжить этот спорт. Очень начитанный, перечитал большую часть русской литературы, зная историю, то есть очень интересный персонаж, с кем посидел, поговорил. И все понравилось, все максимально понравилось. У него свой бар, он вообще не пьет. И то, что он каждое воскресенье ездит 1:20 часа, чтобы просто побыть одному и покушать. Но для меня он сделал исключение, сказал, что я ему тоже понравился как персонаж. Не каждый день с таким будешь разговаривать. Вот, так что все классно. До второго я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, и сейчас сам затону. На неделю до второго я уеду в Комарова, я верну в море. Короче, вот эти вот острова, это Гольфо-де-Ранчо, вон там вот это шикарнейшая гора. Называется Таволара. Надо будет посвятить целый день этому. Но мы туда взберемся. Я не знаю, какая там высота. Ну, по-любому где-то метра, я не знаю, 1200. 1300 точно есть. Потом объясню, сколько. Вот там вот где-то торговые центры. Поеду покупать пауэрбэнки.
Все севшее, все, блядь, кое-как работает. Пора. Так, оставляю этот рил под надзором. Феррари. И вот такие вот торговые центры. Я думаю, что будет сегодня не пусто, потому что воскресенье. Короче, посмотрел, сравнил цены, решил оттуда свалить. Поеду в другой электромагазин, потому что там дорого. Я сэкономлю где-то, я не знаю, евро 100-150 точно следующий. Въезд в Олбия. Это плюс-минус большой город. Тут есть аэропорт. Ну и всякие прикольные штуки. И рядом целый пляж, вот эти самые, короче, крутые, типа инстаграмные. Порто-Черво, Гольфо-де-Ранчи. И вот это вот все эти города. И здесь очень дорого. Ауч. Прикольный город. Я на самом деле из одной жопы города в другую проехал. Ну, то есть это не жопа, понятно, но это периферия. И здесь куча всяких этих вот здоровеннейших магазинов и всего подобного. Я оставлю в Декатлоне, накачаю там колеса, скорее всего. А сам пойду в Евроникс. О, надо купить много всего. Я не знаю, сколько еще денег оставлю. Когда-то здесь было вот эта штука. Вот, завандалили. И все, собственно. Больше нет. Зашел в Декатлон, попросил просто оставить велосипед рядом с охранником. Говорит, не-не-не, все, нельзя. У него как будто работа из-за этого изменится. Ну, то есть я с ним нормально разговаривал, туда-сюда. Ушел, даже не попрощался, потому что бывают мудаки. И жизнь не удачи. Вот что называется, какая большая разница в людях. Не, просто чел, ну, охранник. Нормально поговорили. Он стоит и дал поставить вот сюда. Я могу спокойно зайти в магазин. Короче, все купил. Так, вел, все стоит. Красота. Никто мне ничего не спер. Поедем паковаться. Уже темно и нужно валить будет. Так, сегодня будет ночной заезд, потому что уже стемнело к херам собачьим. Но, как видите, я подготовлен. Врубается режим ночного полицейского. И это тоже. На самом-то деле имеет свой шарм. Повезло, что хорошие фонарики. Они обязательно нужны. Лучше 2-3 вешаем и едем. Кстати, сегодня нормально втопил. Километров 70 проехал. Наконец-то. Сидел на пляже, отдыхал. Но вообще не чувствуется они. Всем
здесь встречаю, говорю, что если хотите на самом деле посмотреть, как люди живут в чистоте, съездите в Беларусь. Добро пожаловать. Это военный дом. Не знаю, каких годов постройки. Посмотри, вот что еще. На самом деле, все, что не происходит, все максимально к лучшему. Встретил ребят, которые ловят рыбу ночью. И, как ребят, семейная пара. Мужчина сейчас пошел ловить осьминогов. Прикольно. Он просто ходит, светит здоровенным фонарем и ищет их. Вот. Женщина на пляже. Я сейчас туда к ним пойду, потому что в доте нет этого места. Так, я... Здесь рыбаки, там уже до сих пор ищут осьминогов. Здесь сейчас разложусь просто. Буду ждать, когда они что-нибудь словят. Собран, мусор собран, и я собран. Ну, кое-как. Фух, помылся чуть-чуть и вперед. Ну, я вот говорил про мусор. Короче, буду показывать, потому что, ну, это как бы оно так и есть. И очень впечатление сразу же меняется. То есть я катался 2 недели. Блять, что? Как это, что? Катался 2 недели, там были как бы места с красивейшей природой, просто ни соринки, ничего. Вот это говно. Максимально сразу же меняется впечатление. То есть, вот, не знаю. Вот здесь же люди живут, просто, я не знаю, тут выйти, по сути, 2 соседями и убрать. Зато виллы строят. И будут они стоить по 1300-400 евро минимум за каждую виллу. Ну вот на секунду. Вот кто мне сможет объяснить? Шины, ладно. Окей, машина, хрен с ним. Чемодан. Вот кто приезжает и выкидывает чемодан? Насколько же расиной должен быть, чтобы выкинуть чемодан здесь? Что-то. Questa è di qua? Sì? No? No, dimmi, dove... Volevo chiedere, ma a Tavolara esistono qualche bar, qualcosa, non so... Diciamo quel paese che vai... Sì. Tavolata ci sta un bar, poi basta. Ma è normale il bar? O è... No, perché avevo visto che i ristoranti cioè, sono troppo scicli. E lì si può accamparsi, non so, da qualche parte? Non lo so questo, mi deve servire. No, che voglio salire lassù, ma cioè, non ci sono né bar né niente. C'è un bar e c'è un albergo e basta. Solo che ho mangiato il nostro. Di dove sei tu? Bielorussia. Di Bielorussia. Sono arrivato in Italia prima del Covid, sono quasi 5-6 anni che sono qua. Io provengo da Bielorussia ed è un paese più pulito del mondo proprio. Cioè, Sì, vabbè, come in Svizzera. Sì. In Svizzera è uguale, Sì. Io sono stato. E le barche quanto spesso vanno? Allora, le barche vanno tutto il giorno, la prima è alle 9:30 Ok. ogni ora, E da dove partono? da Porto San Paolo. Un attimo Quindi è proprio che... qua. Ma... Perché qua è bellissimo, Sì.
Ovviamente ci vuole una guida, non lo puoi fare da solo. Ma perché? Perché te lo impedisci. E se mi beccano mi danno la Peccato. No, non lo fare. Sì. Ho autorizzato con una guida. Allora, guarda su internet da volare a trekking. Ok. E tutti lì. Mhm. Da volare! Ночую здесь. Называется «Геотризм La Terra». И выбрал специально самое более-менее дешевое, то есть плачу вроде как 50 евро. Ну, то есть среди этой зоны это более-менее дешево, потому что все остальное стоит 80-90. Сегодня денек будет такой расслабленный, потому что сделал мало километров. Ну, у меня все село, абсолютно. Все пауэрбэнки, по-моему, там 6 или 7 штук, все севшие нахер. Потом дрон разряженный. Щит. Нужно останавливаться, все заряжать полностью. Я бы, честно, дальше и ехал. Дальше спал бы где попало, но нужно обязательно остановиться. Хотя бы раз в неделю, раз в полторы недели. Заряжаться, смотреться, все. Здесь классно. Здесь будет крутейший вид. Плюс стоимость. То есть это считается более-менее, я не знаю, самый дешевый, то есть, что здесь есть. Стоит 50 евро. Но это как бы не совсем сезон. И я специально позвонил, то есть заказывал через Booking, я просто с ними пообщался. И они мне еще сделали, наверное, скидку. Поэтому все. Еду туда. Чилю, кайфую, отдыхаю и моюсь. Чао. Вот ради этого, в принципе, я здесь и остановился. Не худший вид в этой жизни. Офигенно. Ciao. Ciao, sono il ragazzo con la bici che ho chiamato un'ora fa o 2 ore fa. Va bene, sì. Che bel posto. Ti piace? Molto. No, l'ho scelto proprio per stare fuori città. Andre, ci è arrivato il signore. È arrivato il signore per prendere la camera. Ciao. Dico, paro strano per i bambini. Sembra strano. No. Ah, ottimo. Le montagne si vedono da qua. Sì, adesso sono andato un po' a pagare. Ok. Vabbè. Sì, ma io non guardo neanche. Le prese sì. Sì, però per internet forse avete bisogno del wifi, quindi Sì. no, da qui volendo puoi andare in spiaggia a piedi, Ok. scendi lì, così, e c'è il primo cancello, poi sulla destra c'è un altro cancello, Ok. è scorrevole, lo apri, lo chiudi, e poi segui il sentiero in terra, comunque vai in direzione della pineta, la veggi. Ma è anche percorribile in bici? Sai cos'è? È percorribile in bici, ho paura che magari puoi bucare. Ah, ci sono le spine dei... Io te lo sconsiglio. Capito? Промотка классная. Ну, то есть мне ничего не нужно, кроме как нормальный интернет. И здесь и лимоны. Здоровенные такие лимоны. Потом, значит, идем дальше. Классное место. И вот это вид. Ну, это что-то с чем-то на самом деле. Там куча всяких животных, потом все будет показываться и здания здесь. Прям большущая территория. Буду еще разговаривать с владельцем, потому что он мне должен рассказать, сколько вообще времени занимает забраться вот сюда. На чем это сделать, как это сделать. Потому что, как сказали другие, надо обязательно идти группами и так далее. То есть никто меня там одного не пустит, как бы я не хотел. А если я туда просто проберусь, как всегда, то могут дать очень большой штраф, а этого не хочется. Все. Это такой просто
просто кайф лежать в кровати. Я вообще высплюсь так, что как будто как никогда. В общем, мне так хорошо лежалось здесь. Сейчас час ночи перебрал там работать, все дела. Сидел. Но решил заснять ночной таймлапс. Все-таки. Сейчас взял Powerbank 20 тысяч. Оставляю GoPro-шку там наверху. И посмотрим на результат. Я думаю, будет прям максимально круто. Короче, я остался без велика.